Ребятки, всем привет! Начинаем новую серию. Отдых еще продолжается, я пока в отпуске, но скорее всего скоро начнем работать. Познакомьтесь, это Лена. Ну, многие уже знаете, это я просто прикалываюсь. Лена все говорит, что ты все свою рожу снимаешь, я хочу быть моделью, киноактрисой. Сними меня, пожалуйста. Вот снимаю. Именно так и говорит. Да, короче. Сейчас в Орландо выбрались на 2 дня. Тусовались в парках. Погода сегодня просто жуткая. Видите, дождик. А мне нравится, как... Смотрите, как капельки стекают. И вот самое главное, что я ничего не сделаю, ничем не мажу, а капельки вот так вот бегут. Какое-то покрытие здесь все-таки есть. Уже, в принципе, время подошло возвращаться в Майами. Мы сейчас в Орландо. И живет тут у меня товарищ мой, Рома. Ведет свой канал. Мы сейчас заедем, познакомимся. Он как раз там везет свою импалу на покраску. Короче, сейчас все увидите, вас буду знакомить с ним. Да, кстати, всем забыл сказать. Вот такую маечку мне подарили на Новый год. Зацените. Тут у меня Деда Морозы, елки, олени. Тематическая. Сейчас мне в комментариях напишут, сам ты олень. Пишите, нормально, я не обижаюсь на вас. Вот, тематическая такая футболочка клевая, новогодняя. Так что жду ваших комментариев по этому поводу. Приехали к Ромычу сейчас. Они тут паркуются. Я хотел бы предложить свои услуги трак-драйвера. $10 в час. Смотрите, не может прицеп загнать. Короче, сейчас пойду помощь предлагать свою. Короче, ребят, это Рома. Ромыч с Украины, да? Да, всем привет. Откуда, Ром? С Киева? С Киева. У Ромы свой канал USA Custom Garage. Я в ссылочку в описании оставлю. Смотрите, вот такую импалочку, но это ты для себя делаешь, да? Ну да, да. Сначала, короче, для аренды думал, но потом... Пацаны, я босиком, просто ливень сильно идет. Короче, вот это вот я с ним созванивался, он тогда делал салон, перешивал, да? Да, уже год, короче, я с ней колупаюсь. Ну, слушай, ты же и работаешь, и это у него бизнес свой, машины рентует он, сдает в рент, и то, и третье, десятое. Торчик. Офигеть. Класс. Слушай, а здесь что-то реставрация делала, да, мотора? Ну да, я полностью разбирал его. А какой это, что за мотор? Это 6-цилиндровый с автомат-коробкой. Powerglide коробка здесь стоит. Это обычный 6-цилиндровый, то есть, короче, у них было версии V6, V8 и 6-цилиндровый рядник. Ну, мотор, короче, в моей модели получается самого низкого типа уровня считается. А машина класса, типа, как вот есть тройка, бэха, там, семерка и пятерка, вот у меня, типа, как пятерка получается, средний класс. Вот. Типа, потому что, если как брать семерку, была импала двухдверная, Bubble Top называется здесь в Америке. Okay. Вот, она, типа, самый топ идет, и она самая дорогая из версий. Потом была, вот, Bel Air, он и шел 4-дверный и 2-дверный тоже, но не Bubble Top. Вот, то есть он типа лоу среднего класса. И самые типа порожниковые это 4 двери, но со стойкой. Тут, короче, в чем фишка? Машина 61-го года. Офигеть. Заметьте тему. Здесь нет стойки. Да, и там нету, да? Это я не вырезал, это именно с завода так делал. А как стекло? Здесь будет резинка какая-то Да, стоит? у самого стекла, то есть идет резинка. То есть стекла здесь, как у купешки современные, они опускаются, то есть рамы нет в двери. Классно. И Слушай, нет да, стойки. можно сяду? Да, заходи. Прикольно. Блин, я не хочу ноги свои туда грязные ставить. О! А это был такой цвет раньше, зеленый. Это не, это я уже красил, внутрянку прокрашивал. Вообще, по идее, она Смотри, у меня какой родной панель, Chevrolet, руль, класс. А это что ты сюда вставил? Ну, Специально? это мафон, то пневмо, короче, управление. Это все будет либо... Он будет убираться как-то так? Нет, оно так остается, просто это будет в черном цвете. Ну, я понял, ты коробку сделал, Да, это пока просто поставил, ну как оно как будет выглядеть? примерно, да, просто накинул. Слушай, ну, Музычка, круто, все работает круто. сейчас. Классно, классно. Короче, время пришло по красочке. Для контента я даже могу завести. Ну давай, давай, Чтобы сейчас посмотрим. наверняка. Так, ты просто здесь ключик поверни, а я пойду туда снимать. Давай. Ну давай, 3, 4. Ай, красавчик. Огонь! Короче, дым идет, потому что,
оператор Так, не мы отстроили. будем держать интригу. Короче, кто хочет посмотреть на эту импалу уже готовую, может быть через лет 5 или... Ну. Короче, 4-3 месяца потолок. переходим к Роме на канал и смотрим. Это он импалу здесь чистит, шкурит, короче, восстанавливает. Ребята, очень интересная будет контента. Сейчас самое время, момент истины. Я вставил лампочки на места. Сейчас самое время проверить, вообще работает ли свет. Потому что у меня такое чувство, что что у меня ни хрена работать не будет. Сейчас, значит, еще здесь ставим. Правильно, перед тем, как собрать, нужно все проверить. Так. Вставляем. Сейчас мы заведем его и посмотрим, все ли работает. Ну что, на траке работают огни, да, пока что. Пошли смотреть прицеп. Так. Значит, эта лампочка работает. Это не работает. Сейчас будем смотреть, в чем причина. Значит, этот габарит горит. Этот не горит. Короче, нормально я починил прицеп. Так, поворотник работает. И этот не горит. А что же это интересно, не через одного? Один горит, второй не горит. Странно. Так, красный горит. Посмотрим здесь, что... Так, задница горит, габариты горят. Сейчас попробуем включить наши стробы. Так, стробы не горят, да? А, они просто загорелись. А что же они не моргают? Ну-ка. Так, подсветка номера горит. А, я забыл вот эти 3. Может быть, еще за этого. Сейчас пойдем поставим. Так, здесь горит. Здесь не горит. Может быть, это именно как раз из-за тех 3 красненьких. Здесь поворот горит. А, вот эту забыл. Вот я, калич без руки. Это горит. Это не горит. Это горит. Короче, надо ставить все огоньки, потому что я что-то забыл, видите? Что-то забыл поставить. Так, прицеп постоял пару дней, значит, краска высохла. Почему пару дней? Потому что погода была холодная. И я решил дать краске немножко больше настояться. Значит, сегодня буду наносить 2-й слой. Купил другую краску, видите? Вот это вот блестящее, это глосс называется. А вот это просто flat black. Это, ну, как бесцветное, что ли. Просто черный, без всякого этого. Вот, но я решил, что вот такой цвет, видите, он как-то более переливается на свету, он больше такой приятный. Значит, сейчас посметал пыль, обратно подоставал все лампочки. И тут я немножко накосячил, друзья, честно, даже стыдно признаться. Значит, когда лампочки проверял недавно, я, значит, подключал электричество и забыл его отключить, видите. И вот я поехал вперед. Но решил отъехать, чтобы здесь дать зазор. И вот вырвал. Вот здесь вот вырвал этот провод нафиг с корнями. Короче, расстроился. Вот честно, вот такая минимальная штука, но расстроился. Значит, надо будет сейчас покупать новый провод, розетку и коннектить его. Ну ладно, приехал все равно я сюда красить. Блин. Значит... Достал обратно все лампочки. Я их тогда проверил все-таки. Сделал, чтобы все горело. Сейчас вот здесь вот бумажкой застелю изнутри, чтобы лампы не покрасить. И начну красить.
покажу вам краску. Это точно такая же черная, как была, масляная, такая же марка Rust-Oleum. Но вот здесь написано сверху Gloss Black. Это будет она тоже черная, но только такая блестящая. Gloss Black. Сейчас мы крышечку откроем и будем помешаем ее сначала. Сначала вымешаем, потом уже в баночку и будем красить. Честно, что-то я так расстроился из-за этого шнура электрического, потому что у меня и так тут дел хватает, забот. А еще тут мучиться сейчас с проводом, ну блин, вообще не по кайфу. Ну ладно, сначала покрасим, оставим его сохнуть на пару дней. Сегодня четверг, там пятница, суббота, воскресенье. Обещают солнышко, более-менее потеплее, поэтому оставим вот на пару дней, чтобы она хорошенько высохла. Вот теперь, несмотря даже на электрический провод, который я оборвал, мне нравится проделанная работа. То есть я поменял цвет краски, сделал ее, вот как я говорил, глосс. Это значит, она будет как бы немножечко сиять. И, короче, смотрите, вот эту сторону я начинал первую, она уже, еще мягкая, еще влажная. Но все равно она не меняет цвет. То есть она как была, вот такая вот ярко блестящая, такой же она и останется. Вот, покрасил уже верхний дек, нижний дек, короче, везде покрасил. Смотрите, как классно смотрится. Обалдеть. Вот это сразу надо было, наверное, ее. Хотя, с другой стороны, в любом случае 2 слоя пришлось бы наносить. Так вот, первый слой был, получается, просто черная, а сверху будет вот такая вот блестящая. Не жалею я, что я потратил еще несколько дней. Но только жалею, конечно, что оборвал проводок электрический. Ну ладно, придется еще и провод делать теперь. Все, сейчас трак подгоняю назад и уезжаю домой пока отдыхать. Так, что-то здесь какой-то кусочек чуть-чуть надо вот тут вот. Как-то вот тут вот, не знаю, видно ли вам оттенок, как-то оно странно. Надо чуть-чуть валиком пройтись. Ну что, красочка подсыхает. Я сейчас тут прошелся, немножко протер водичку. Был вчера дождик сильный. И я приехал делать вот этот вот кабель. Значит, купил я новую розетку. Одну, вторую. Сейчас буду зачищать провода. Обрежу, видите, вот эти старые места, которые полопались, потрескались. Почищу их, подконнекчу. Ну и будем ставить потом. Ну вот и все. Значит, этот кончик мы подключили. Здесь то же самое. Здесь новую розеточку подсоединили. Здесь все на болтики, на зип-тайтики поставили. Короче, все четко я проверил. Все работает. И, как говорится, включается хорошо. Вот так вот, видите. Кстати, этот провод у меня, он уже немножко делал мозги. В плохую погоду, в тряску, бывало, отключался, потому что плохое соединение было. Но вот как раз такие руки дошли это дело поменять. Блин, как же красиво все-таки досточки смотрятся. Значит, сегодня я еще дам краски подсыхать. А дальше что я буду делать? Значит, завтра я хочу приехать. Помните, здесь были такие светоотражающие полосы. Красно-белые. Значит, нужно будет полностью все подключить. Все лампочки. Полосы наклеить, значит, вот сюда 1, 2, 3. Короче, как было, все вернуть на круги своя. Значит, полосу на бампере. Но это все вы увидите чуть позже в следующих кадрах. Здесь прям классно, да, так все покрасилось. Ну, немножко здесь запачкалось грунтовкой. Но это такое, это мелочи жизни.
Вот. И самый еще такой вопрос у меня остался, который мне не мешает покоя. Видите, как сделали доски? Они на 5 миллиметров торчат, ну, в некоторых местах. Вот там сзади я уже сделал. А вон там, видите, торчат. Ну, вот они, неровности, вы можете их заметить. Отсюда тоже вот видно. Как так получилось, когда новые балки ставили? Те старые балки, которые мы не вырезали, но сверху, допустим, прогнило чуть-чуть, наваривалась такая пластина металлическая, чтобы вкручивать было хорошо доски. Но не учли тот момент, что, наварив пластину, они подняли, видите, вот на такое расстояние вот эти доски. Значит, что я делаю? Снимаю доску, переворачиваю, и в тех местах, где наварены наварки, делаю такой желобок, чтобы посадить доски ниже. Видите, все как калечно. Я им сразу тогда сказал об этом, но меня никто не услышал. А сейчас приходится все это дело переделывать. Почему? Потому что вот эта вот высота, смотрите, когда груз будет становиться, здесь будет зазор, здесь оно будет стоять. То есть, ну, это ненормально. Оно должно стоять вот на этом железе. А вот эти доски, они просто будут мешать грузу. Дальше, смотрите, видите, какие вот... Они там плохо просверлили дыры. Даже когда закручивали болты, я видел, что он его не докрутил. И он такой раз, типа, и пошел дальше. Якобы, чтобы я не заметил. Ну ладно. Это надо все будет выкручивать, просверливать новые дыры, чтобы он хорошо вкрутился. Ну вот такая. Вроде как они все сделали, но сделали калечно. Поэтому придется переделывать. Даже по заднему деку, помните, да, я вам показывал. Задний дек мне пришлось полностью переделать, потому что здесь было, ну, просто черти знает что. Во-первых, все было неровно, во-вторых, доски были разные. Ну, короче, все по калечному. Пришлось мне все это, новые доски покупать, вымерять. Видите, все болтики, все как по струночке ровненько сделано. И точно так же надо будет еще сзади вот это вот подделывать. Смотрите, друзья, сейчас мы зацепили верхний дек к нижнему. Вот здесь вот такая вот цепочка висит, то есть был зафиксирован блокировочный пин. Сейчас я его ослабил, и уже это можно проверить. Вот здесь специальное отверстие, и там вот можно нащупать, то есть блокировочный пин зашел, то есть вот здесь цепка произошла. Дальше, чтобы подцепить прицеп, мне нужно выехать тягачом вперед и уже потом заблокировать вот эти вот нижние восьмерки, которые находятся вот здесь. Сейчас вы это все увидите. Все, сейчас, когда мы выехали вперед тягачом, нам нужно прицеп, он сейчас зафиксирован вот этим пином, который я вам показывал. Сейчас, видишь, вешаем фиксирующие восьмерки. Значит, восьмерка и плюс еще вот такой вот сверху козырь. И надо еще, где-то у меня здесь лежит вот этот вот пин. Сюда засовывается. Все, и теперь это надежно уже стоит. И второй зажимаем восьмерку, блокировочный пин и зажим. Все, дальше наша задача заехать тягачом и зацепить за пятое колесо его.
Все, когда прицеп зацепили пятым колесом, сейчас мы подключаем нашу электрику и воздух. Значит, синий вместо синего, красный на красный. Ну и не забываем про электрику. Все. Конечно же, воздух, чтобы шел на прицеп. Ну вот и настал первый выезд в январе 2020 года. Значит, все наклеечки на месте, все на месте. Так мне было больно сегодня вот это делать. Пришлось страпы повесить, натянуть. И сейчас я выезжаю, но недалеко, 3 мили отсюда. Значит, у меня проблема. Подклинили тормоза. И смотрите, что я сделал. Видите, как стерлось. Короче говоря, где-то метров 200. Это самый крайний рейс в прошлом году. Вот это вот подклинили эти тормоза. И я метров 150-200 проехал. Видите, как стерлись. Ну, тут получается, значит, надо поменять, во-первых, 2 колеса. А во-вторых, разобраться, что происходит с тормозами. Клинят тормоза. Значит, я сейчас отвезу прицеп в мастерскую. Там уже посмотрим, что да как. Ну что, выезжаем, 3 мили. Северная Каролина. Город Мурсвилл. До ремонта ехать, как я сказал, уже 3 мили. Ну, тут со всеми поворотами получается 4. Это где-то 6 километров. Ситуация такая, в принципе, по идее, можно было бы и самому посмотреть тормоза. Но получается, что надо, во-первых, покупать инструмент. Надо покупать то, все, 3-е, 10-е. Короче говоря, с ремонтом останется еще и дороже получится самому сделать, чем поехать на станцию. И время не хочется терять. Я и так уже просидел дома достаточно много, больше, чем я рассчитывал. Вот, поэтому поедем, отвезем сегодня, починим тормоза. Надеюсь, завтра я попаду на техосмотр, потому что у меня закончился техосмотр. И уже сегодня вторник, получается, к концу следующей недели, к концу этой недели постараюсь выехать в новый рейс, взять груз и поехать работать. Так, вот мой съезд, 45-й, буквально пару миль. И вот уже получается станция, видите, много трейлеров стоят. Сейчас мы будем туда заезжать. Я позвонил уже с утра, спросил, могу ли я к вам заехать. Они говорят, да, пожалуйста. Не обещаем, что сразу примем, но в любом случае за день должны починить. Так, знак стоп. Слева у нас едет одна машинка. Да, большой тут у них ярд. Много прицепчиков стоит. Они тут занимаются и продажей, и ремонтом, и обслуживанием, и запчасти, и так далее. Сейчас мы где-то припаркуемся и пойдем узнавать, что тут, куда тут. В общем, поговорил. Они говорят, что оставляй прицеп, ничего страшного.
Прямо вот здесь на дороге, куда я приехал. Сходил, пообщался. Вон как раз через дорогу проходит джентльмен, который будет смотреть мой прицеп. Это менеджер. Вон он пошел. Вот. Так неплохо смотрится, да? Как будто прям новенький. Ладно, будем надеяться, это не сильно большая проблема и починят меня достаточно быстро. Будем ждать сегодня звоночка. Ну а сейчас я направляюсь куда? Поеду, поставлю трак на стоянку и домой пока. И пока домой. Так, народ, прошел день. 2 дня прошло, я вернулся на дилерскую прицепов, забирать свой прицеп. Значит, поменяли тормозные барабаны, тормозные колодки. Поменяли там 2, ну, они называются там, короче, какие-то воздушные клапана, 2 штуки, air valve. Вот, затянули там все шланги, короче, был, воздух подтекал. И поменяли еще brake chamber. Это, как это правильно называется, тормозной цилиндр, что ли. И еще что сделали? Поменяли прокладку на ступице. Называется seal, hub seal. Подтекала маслица. Вот, все остальное проверили, все остальное в порядке. Значит, сейчас у меня по плану мне нужно пройти инспекцию, потому что я уже просрочил, как говорится, это дело. И вон там, видите, стоит прицепчик. Сейчас нужно пройти инспекцию. Но еще перед инспекцией надо поменять 2 колеса, которые я запорол. Короче, чтобы выехать на работу, нужно потратить столько денег, что караул просто. Сейчас пойдем посмотрим, что там сделали. Зацепился. Сейчас полезем, посмотрим. Значит, у меня здесь должны были поменять новые барабаны, новые диски, да? Видно, стоят. Дальше на той стороне, да, вон новенький, все блестит. Спереди поменяли чембер. То, что я вам говорил, видите, вот он новенький стоит болт. Вот, и все здесь. Так, вот этот клапан поменяли. Короче, и поменяли еще то, что я вам говорил, seal. Вот эту штуку надо открыть, и там будет, видимо, прокладка, гаскет. Значит, и здесь поменяли. И вот прицепчик стоит уже 2 дня, и видите, ничего не спускает. Подушки накачаны, также промазали, прошли весь прицеп. Потому что каждый раз, когда заезжаешь на эти всякие станции, которые на дороге, типа там TA, Pilot и так далее, их просишь это все делать, но они так это безалаберно делают, что просто ужас. Вот. Ну а сейчас отправляемся на инспекцию. Будем проходить инспекцию. Надо еще наклеить здесь номер прицепа куда-нибудь вот сюда. Потому что старый я снимал, пришлось. Вот эти еще вещи надо, видите, забрать забыл. Сейчас подцепим шланги воздушные и поедем. Сейчас проверим тормоза прицепа, как они держат. Значит, я подключил все шланги. Отпустим только лишь трак, а прицеп оставим. И попробуем вперед дать, посмотреть, как оно. Так, стоит нормально, видите? Вперед нифига, назад стоит. Сейчас отпустим. Раньше у меня сразу было все это дело заблокировано, и тормоза не пускали. Сейчас попробуем. Все, видите, отличненько. Все работает. Значит, сейчас, видите, я еще, кстати, вот тут вот новый пол поменял. Постелил новый коврик. Вчера купил. $38. Размер вырезается он у меня вообще уже очень легко. То есть я это делал уже много раз. Я просто снимаю старый ковер, ложу его наверх нового как трафарет, маркером прошелся, обрезал и все, и вставил. То есть теперь у меня будет новый коврик в доме. Короче, обновил трак и прицеп
по полной программе. Ну, все-таки 2020 год. Надо начинать Новый год правильно. Ну вот и добрались с Фредиком. И уже вот сразу меня загнали. Прямо на улице. Говорят, давай, паркуйся. Сейчас товарищ механик пошел там изучать уже прицеп. Пока сверяет номера. Потом пойдет проверять систему все полностью. Ну что, ребята починили мое старенькое колесико, которое не хотели на других мастерских чинить. Видите, поставили новую заплаточку. И будем сейчас менять. А старое колесо, которое второе, немножко нарежем. И будет почти как новое. Видите, какая беда. Но это уже хрен ты восстановишь. Поэтому, видите, сейчас будем ставить старое на место этого. А второе, оно чуть-чуть получше. Мы здесь нарежем еще. И будет нормалек. Так, ну что, дождались мы своего первого груза. Значит, я сидел, мониторил уже 2 дня. Ну, пока проходил техосмотр, там все эти делишки. С колесами занимался. Значит, сейчас пятница, 31 января. Наконец-то я выстрелил грузик буквально в 10 минутах от моей стоянки трака. И я сейчас направляюсь, будем забирать его. Груз, скажем так, небольшой, легальный, легкий. И идет он в Джорджию. То есть там 300 миль, разгрузка на понедельник. Почему я его взял? Ну, во-первых, как бы платят нормально за короткие мили. Это раз. Во-вторых, сегодня пятница. И найти так, чтобы загрузка была близко с домом, то есть буквально в 15 минутах, это большая редкость. Вот. И у меня еще в рейс практически ничего не собрано. Нужно там постельное белье привезти, надо вещи разложить, надо собрать там теплое с собой, холодильник наполнить. Короче, еще есть работа. Вот. Я как раз поеду сейчас, подберу груз и спокойно сегодня, завтра буду собираться, готовиться, а вечером уже в воскресенье поеду до Джорджии, там часов 5-6 сходу. Вот, там переночую в воскресенье, и уже на понедельник будет разгрузка. И оттуда я уже, там был хороший груз на понедельник, но я его не брал, потому что, ну, во-первых, это понедельник, во-вторых, 300 миль пустым ехать. А так вот я сейчас как раз нашел груз и уже сразу же позвонил туда, взял груз из Джорджии на штат Огайо на понедельник. Там уже у меня будет overweight, oversize, короче, все как мы любим. Вот. Ну а сейчас двигаемся на загрузку. Уже конец января, я говорю, 31 января, да? Ни разу снега еще не видел. Не, видел еще в прошлом году, когда ездил там в декабре. Но у нас в Северной Каролине не было. И вот сейчас приехал на загрузку. Послушайте. Короче, сыпется какой-то мелкий-мелкий такой, как, что ли, как дождик, но он, видимо, сразу в такие маленькие снежинки превращается. Короче, вот они у нас капельки, и вот сразу тает, вон льдинка упала. Вот, короче, полуснег, полудождь. Так, ну и вот, тем временем моя кабинка первая выезжает. Видите, какая-то получается кабина уже от трака, Каскадия. Интересненько. Я ее должен полностью проинспектировать, поэтому как раз камерой мне и поможет записать все сразу, как он грузит. Чтобы не было никаких ни трещин, ни сколов, там ничего. Проверим все это, посмотрим. So you're gonna start from the top deck, right?
You want it right there on the front? Yeah, and second one behind him. You got two? I got two. Probably, maybe one. I think it's just one. Just one? Yeah. That one is good. Is it new cab or it's just a rebuild it? Okay. New cab? But they will paint it later, right? They will paint it later? Yeah. So it's just Yeah, that's pretty much how they come before they hit the paint booth. окей. Не знаю, где небольшая какая-то ошибочка, но у меня вроде по бумагам написано, что я должен две забирать. Две вот такие кабины, видите, номер у нее 158-38, и у меня еще 158-39. Поэтому я говорю, давай-ка уточни, чтобы я сюда не ездил несколько раз. Надо все это дело посмотреть. Приколитесь. Новая кабина. Так, прикольненько. Надо себе сделать, слушайте, фотографии, чтобы я мог, чтобы, может, мне это пригодилось, знать, что там под обшивкой. Слушайте, интересно. Вот так кабина выглядит голая, абсолютно, без ничего. Кабина моего фридлайнера. Интересненько. Вот какие-то замок из двери. То он выпадет 100%. Надо его сюда в пакет будет засунуть сейчас. Значит, дверка. Все новенькое. Видите? Абсолютно. Значит, надо мне сейчас все проверить. Как оно, что оно запечатлеть. Чтобы не было никаких потом ко мне претензий. Видите, это все такая как бы грунтовка. Хотя нет, вот грунт он снизу, он там. А это уже какая-то краска. Но идет это все дело на Пенске. Компания такая Пенский есть. Видите, дверка не закрыта. Даже надо записать. Это она странно. Хотя вроде вот заблокировалась. Короче, Пенский будет владеть этой кабиной. И потом они будут ее красить в свой желтый цвет. Так, значит, все правильно. Они сказали две кабины. Не знаю, он говорит, почему сразу не сказали про вторую. Проверяем, чтобы все было закреплено. Чтобы все было на месте. Значит, вот тут какая-то была. Я думал, царапинка, что ли. Там стекло. Короче, все как у меня. Такая же кабина, даже правой дверки нету. Так, тут открывается. Какая-то панелька лежит. Смотрите, вот такие вот подушки. Надо все записать, что вон все поцарапано здесь, чтобы ко мне не было претензий. Болты. Вот эти вещи, видите, все болтаются. Это все мы сейчас запишем. Так. Стекло вроде бы целое. Ну все, вот так вот выглядит первая кабина. Вот и вторая приехала, 39-я, как я говорил. That boat supposed to be here? Yes, for the mirror. It will not be unscrewed? Yeah, I usually make sure they don't come out. Yes, I saw like in the second cab there was a part which is losing. It's okay? Yeah, they come like that. Okay. Some of the interior stuff is laid in them. Это для зеркала вертикального здесь. Что-то непонятное. Так, здесь у нас что, какая-то какуля. So what's going on, man? What you got on your trailer? Nothing? Junk, a bunch of them little black coats. Так. Doors 17 here in a second. Посмотрим. These cabs out the way real quick. Здесь то же самое, видите. Закрыли. Ну, она грязная, но ничего такого вроде бы нету. Сейчас посмотрю стекло, чтобы было целое. Так, здесь я ему спросил, говорю, это окей, что типа
losing parts, то есть незакрепленные запчасти. Он говорит, да, это все нормально, ничего страшного в этом нет. Окей. Стекла целые. Все нормально. Yep. You can pull forward just like 2 inches, maybe 1 inch, 2 inch. So look what this line. So just pull inside. You want to push it? And the other side is just a little too. Yeah, just a little too. This side is come out too. Just a little more. Nice, nice, good. Can you slide it to the left? Up, straight. So go ahead, pull forward. Hop. Вот и все. Загрузочка завершена. Я решил шуткануть для инстаграма. Сейчас сфоткаю и выложу, что прицеп сделала, кабина осталась старой. Короче, купил себе новую кабину. Сейчас посмотрим, как в инстаграме народ отреагирует. В общем, мой верный помощник, стажер, взял себе стажерку. Приколитесь, как мы там стажируемся. Ладно, шутка. Мы же рядом с домом. То взял жену помочь. Сейчас едем домой и будем уже до воскресенья отдыхать. Вот такая вот первая загрузка в новом году. Итак, мы сейчас в городе Стейтсвилл, Северная Каролина. И этот груз поедет совсем недалеко. Буквально 300 миль в штат Джорджию, недалеко от Атланты. Ехать мне всего лишь 300 миль, а 300 миль это у нас 480 километров. В общем, где-то 5 часов. Но, как я говорил, сегодня пятница. Я сейчас домой буду собирать вещи. Теплое, свежее постельное белье. Буду собирать собойки, холодильник набивать. Ну и завтра еще отдохнем. И в воскресенье, где-то в обед, скорее всего, я выдвинусь, чтобы вечером быть там.
с утра загрузиться, вернее выгрузиться, потом загрузиться и потом уже новый груз и поехать в штат Огайо. Так что оставайтесь на канале и следим за движением.